За что я люблю класс Tour Enduro, так за то, что каждый производитель пытается нащупать золотую середину между туризмом и эндуро, из-за чего появляется много разных мотоциклов. Среди этих разных Desert X самый необычный и противоречивый Tour Enduro. Все мы смотрели обзор Fortnite про Desert X, тем более есть в переводе. Если вы не, вкратце Райан считает Direct X лучшим адвенчеров, а для меня Desert точно не объект желаний. Тот случай, когда я опять против всего человечества с ощущением, что всем выслали новую методичку, а я работаю по старой. Давайте сначала о достоинствах. Если вы любите ездить очень быстро и выбираете мотоцикл именно в среднекубатурном классе с 21 колесом, у вас выбора-то нет. Desert X очень динамичный и суперстабильный на скоростях даже за 200, у него довольно спортивный короткоходный двигатель и мощные тормоза. Даже Африка, несмотря на свои 1100 кубов, менее динамичная. Во-вторых, если вы любите мотоциклы в заводском состоянии и не планируете заниматься доработками под себя, Desert X один из самых комфортных в классе. Если рассматривать только варианты со стоковым седлом-стеклом, единственный конкурент по уровню комфорта — Tiger 900 Rally, все остальные похуже. Все, открывайте форточки, дальше будет душно. Кстати, чтобы вы не думали, что я как-то предвзято отношусь к Ducati, Multistrada V4, на мой взгляд, лучший большеобъемный туристический мотоцикл из всех когда-либо выпущенных. Не без недостатков, но круче любых 1200-х адвенчеров и туреров. Давайте начнем с двигателя Desert X. Мотор чрезвычайно динамичный, сразу видны спортивные гены Ducati. Можно на этом было бы и разойтись, но так, ради шутки, давайте я бред скажу, просто покатаем мыслишку в черепе. Может быть, кому-то было просто невыгодно под одну нишевую модель кардинально переделывать двигатель от фактически спорттуристического, поэтому мы имеем эндуро с неподходящим мотором. Что если этот движок изначально не был так уж хорош даже с точки зрения спорттуриста? Чем отличается двигатель Tour Enduro от спорттуриста? Очевидно, жирными низами. Вот стандартные среднекубатурные двигатели Tour Enduro, к которым ни у кого на грунте нет претензий. Есть КТМ 890, по проблеме с низами прошлись все. Есть лучшая в мире премиальная марка, у которой и низы жиденькие, и реальная мощность так себе, и движок китайской сборки. И, наконец, вершина мотопрома. КТМ, подвинься, у нас новый король рваных низов. Чудо не произошло, он самый мощный, потому что без стабильных низов и тянет на высоких оборотах, что и обеспечивает красивую пиковую мощность. Тут, наверное, стоит сказать, зачем Tour Enduro нужны стабильные низы и почему, например, Tiger 1200 сильно слабее Speed Triple, а 1290 Super Adventure сильно слабее Super Duke, хотя это одинаковые моторы. Потому что в реальной жизни, на реальном бездорожье, рабочий режим оборотов где-то внизу и часто требует четкого дозирования тяги. Любой медленный поворот, любой подъем, любой проезд крупного камня или бревна. Даже на среднекубатурных мотоциклах эндуро-режимы неполносильные, потому что точный контроль тяги важнее безумной мощности. Можно объяснить на примере подъемчиков сразу за поворотом. Нужно четко дозировать тягу так, чтобы и пробуксовывать на горе не начал, и хватало момента, чтобы забраться. У десерта ничего-ничего, потом слишком много, потом опять какой-то провал. Дело не в том, что низов нет, а в том, что их невозможно контролировать. Конечно, можно выкрутить газ и контролировать тягу только сцеплением, но в рамках путешествий по незнакомым местам так никто не будет ездить. Да, под Desert X мотор как-то пытались подшаманить, даже степень сжатия задрали, но не особо получилось, а другого подходящего двигателя у Ducati нет. Изменили передаточные числа, чтобы на низких скоростях обороты были чуть повыше на первых двух передачах, но тоже кардинально не решает. Когда Ducati разрабатывали 937 движок, даже в мыслях такого мотоцикла не было задачи медленной езды. Да собственно само наличие десмодрома не вяжется с образом жесткого низкооборотистого Tour Enduro. Более того, в изначальном концепте у Десерта стоял совсем другой двигатель. Помимо бездорожья, низкие обороты нужны где? В наших любимых пробках. Как и на Multistrada V2, в таких условиях мотор чихает и дергается, его надо постоянно подкручивать для стабильной работы, подлавливания сцеплением. Сослаться на то, что у меня бракованный аппарат, нельзя, потому что ездил на двух разных десертах разных дилеров с пробегами 3 и 4 тысячи километров, оба плохи в городской тянучке. Еще сцепление жестковатое. Одним пальцем выжимается, но требует больше силы, чем хотелось бы, а с десертом играться в серой зоне нужно чаще, чем на конкурентах. Но почему многим этот мотор нравится? Явно чемоданов столько не заносили. Например, взять условия, в которых проходили пресс-туры в Сардинии и Колорадо. Это достаточно быстрые дороги, в том числе знаменитые полированные европейские грунтовки, никаких пробок, никаких затычных мест.
Когда ездишь только на средних оборотах, мотор великолепный. Динамика в серединке захватывающая, прям честный литр с вау-эффектом от разгона. Очень приемистый, быстро раскручивается, скорость резво до 200 отматывается, квикшифтер работает великолепно от третьей передачи на высоких оборотах. А то, что квикшифтер всегда ярко пинается между первой и второй и до 6000 оборотов его лучше не трогать, об этом можно и не узнать на прекрасном острове Сардиния. В городе, если ты не ограничен пробками, пульнуть со светофора или эффектно обогнать тошнота – шикарная динамика. Кому нравится ощущение царя на дороге и всех без остановки наказывать, сидя выше всех – идеальный мод. Но в плотном трафике неприятный, и на бездорожье мне не хватало предсказуемости. Второй важный нюанс Desert X – геометрия. Вы наверняка наслышаны, какой он стабильный, что у него самая длинная колесная база для тур-эндуро любой кубатуры, и вот это все. Не задавали себе вопрос, почему производители, которые десятилетиями специализируются на эндуро и тур-эндуро, не догадались увеличить колесную базу? И вдруг пришли Ducati, у которых в новейшей истории 0 опыта в создании эндуро и полноценных тур-эндуро, и всем показали, как надо делать. Не закрадывалась мыслишка, что здесь что-то не так. Мотоциклы давно пришли к оптимальным диапазонам значений параметров геометрии. Любое отхождение от норм влечет не только плюсы, но и минусы. Да, Desert стабилен на прямых, однако не все так просто, и база тут играет даже не главную роль. К длинной базе вообще-то никто не стремится, она получается сама собой при увеличении мотоцикла, колес, подвесок. Чем короче база, тем меньше радиус разворота, хорошо же для эндуро. Чем короче база, тем легче и на меньший угол нужно наклонить мотоцикл на том же самом повороте, хорошо же для эндуро. Плюс фишка конкретно эндуро. Когда у тебя длинная база, то при повороте расхождения траектории переднего и заднего колес больше. Точно повернуть в колее или проехать в повороте между двух камней легче на короткобазном мотоцикле. До появления Десерта у Тенери была самая длинная колесная база из среднекубатурных тур-эндуро. Это делает мотоцикл более стабильным в плане раскачки вперед-назад, однако это проблема для эндуро, где подразумевается, что нужно активно менять загрузку между осями. Как Yamaha добилась баланса? Во-первых, у Тенери идеальная развесовка по осям 48/52. Даже несмотря на длинную базу, пилот легко может переносить вес вперед или назад. Во-вторых, чтобы нивелировать проблему неповоротливости байка, у Тенери самый короткий трейл в классе. Чем короче трейл, тем резче мотоцикл слушается руля и тем меньшее усилие нужно приложить для поворота. Но Тенери с трейлом спортбайка не кажется слишком дерганым из-за длинной базы. Это два взаимодополняющих параметра, определяющих баланс между устойчивостью и маневренностью. Похожую схему применяют и на турерах, которые короткими быть изначально не могут. Для баланса у них обычно коротенький трейл, мотоцикл и неплохо рулится, и стабилен. У GTL, например, трейл короче, чем у многих спорттуристов. Или еще пример. Почему 1250 GS может показывать чудеса на Джимхане? Потому что у него не только самая короткая база в классе, но из-за особенностей подвески у него еще и самый короткий трейл. Из-за этого сочетания большой гусь маневреннее, чем любой другой адвенчер, по рулежке он близок к малокубатурникам. Но в целом трейл сейчас слишком стандартизированный параметр, половина производителей его даже не указывает в спецификациях. У подавляющего большинства эндуро и тур-эндуро с 21 колесом будет трейл в диапазоне от 108 до 115 мм с очень редкими исключениями типа Тенери. Отдельно можно выделить корсачи для широких скоростных трасс с сыпучим покрытием, поэтому трейл вполне может быть и больше 120 мм. У крузеров трейл где-нибудь от 130 и выше, у спорттуристов от 105 до 110 мм, хотя бывает и меньше. У литровых спортов где-то от 100 до 105, у менее мощных и чего-то маленького приспортивленного от 90 до 100 мм. Короче, 90 мм трейл бывает, например, на трейловых мотоциклах, которые быстро не ездят, но могут вытворять чудеса акробатики. Обсуждать обычно нечего, чуть ли не половина всех адвенчеров с трейлом 108 мм, когда хорошо и на асфальте, и на бездорожье. А у Десерта внезапно трейл 122 мм, что не компенсирует длинную базу, а усугубляет. Мотоцикл с такими базой и трейлом можно описать просто – не рулится. В идеальном мире все журналисты, которые кричат, какой Desert X стабильный, должны ровно с той же громкостью кричать, какой он неманевренный, потому что улучшая одно, вы ухудшаете другое. Если предположить, что маневренность не ухудшается, опять натыкаемся на вопрос, почему другие производители с гигантским опытом создания тур-эндуро так не делают. Увеличить трейл вообще же ума не нужно. Меняешь угол вилки, у тебя автоматически вырастают трейл и колесная база. Тут либо все дураки, либо все-таки у Desert X плохая маневренность. Я долго думал, зачем Ducati изобрели двухколесный трамвай с движком от спорттуриста.
Не давало покоя то, что Ducati почти на всех моделях делают наоборот. Трейл меньше, чем у конкурентов, поэтому Ducati рулятся более агрессивно. У Monster с тем же двигателем трейл 93 мм, что короче, чем у конкурентов при той же базе. Или Ducati Diavel. У конкурентов трейл в районе 130-140 мм, у Ducati 112. У спортов или мультистрад трейл тоже по нижней границе класса. Ну, вы поняли. Почему же у Десерта все наоборот? Desert X разрабатывался как концепт винтажного байка для Дакара эпохи 80-х. В те времена уже встречались турендуро с современным трейлом, но довольно много было моделей с трейлом около 130 мм. Тогда это позволяло решить несколько задач. Во-первых, подвески были настолько неконтролируемыми, что большой трейл помогал стабилизировать мотоцикл на скорости. Чем больше трейл, тем меньше склонность мотоцикла к воблингу. Во-вторых, тогда все фанатели по Дакару, и Ducati копирует именно дакаровский стиль. Большой трейл, очевидно, лучше стабилизирует мотоцикл в песке и позволяет гонщику меньше подруливать. Например, если сравнить обычный KTM 450 EXC и 450 Rally, в специализированной версии для ралли увеличен трейл. К слову, угол наклона вилки на 450 Rally такой же, как на Ducati. Возвращаясь к сегодняшним временам, таких подвесок уже нет. Среднекубатурный класс ни в какие ралли не допускают, у всех динамичных байков есть демпфер руля, поэтому современные мощные турендуро, если и способны воблить, то на каких-то диких скоростях, а демпферы без трейла прекрасно стабилизируют мотоцикл в типичных ситуациях. Но в целом Desert X как будто спроектирован для езды только по песку, что дословно отражено в названии – пересекать пустыню. Одна проблемка. Есть желающие купить Ducati для поездки в Африку с дисмодромом, который негде обслужить, со степенью сжатия 13,3 и воздушным фильтром, до которого можно добраться только полностью сняв бак и демпфер руля? Если брать современные турендуро, единственное исключение, где можно встретить и большой трейл, и длинную базу, 850 GS. BMW где-то нашли склад с вилками из 90-х, длинноходные, супермягкие, узкие и без регулировок, поэтому инженеры обезопасили себя длинным трейлом. На подвеске Desert X явно не экономили, поэтому геометрия очень-очень странная. Попытаюсь описать ощущения. Во-первых, по колесной базе он гораздо ближе к GTL, чем даже к самым гигантским адвенчерам. Ближайшая аналогия чего стоит ожидать, например, Indian Scout, только при условии, что у Scout база и трейл короче. По рулежке это уже и не классик, но еще не совсем типичный круизер. Насколько это все важно, зависит от условий эксплуатации. Испания – горная страна, где 95% дорог – серпантины. Есть широкие и быстрые, но в глубинках дороги, проложенные в лучшем случае во времена Римской империи, где две машины разойдутся с трудом. Во время постройки никто не рассчитывал, чтобы на ослах под коленочку ездили. В итоге скорости низкие, повороты резкие и закрытые. Если говорить о бездорожье, то практически все тропы – это подъемы, спуски или узкие ущелья, где скорости невысокие, а тропинки между камнями часто такой ширины, что оппозит физически не пролезает. А есть условный Казахстан, весь в открытых прямых направлениях с встречающимся песком, где поворачивать некуда и можно притопить. Поэтому и динамика Десерта, и его геометрия, и длинноходная подвеска – идеальное сочетание. Те условия, которые были на пресс-показах с широкими серпантинами и быстрыми грунтовками, идеальные дороги для Десерта, я бы сам влюбился в мотоцикл, если бы ездил только там. Если для вас бездорожье — это длинная прямая дорога с очень пологими поворотами с грязью или песком типа грейдеров, да, вы почувствуете, что мотоцикл лучше держит траекторию без характерного побалтывания. Если представить классические туристические маршруты по Средней Азии, где долго пилишь по пыльной прямой, я бы сам не отказался там на десертике погонять. На узком извилистом бездорожье, характерном для гор, мне совсем не понравился Desert X. Он слишком ленивый, его тяжело заставить ехать по намеченной линии в повороте. Куда-то в нужную сторону он поворачивает, но не так четко, как лидеры класса. Эндуро — это про баланс, когда мотоцикл вертишь под собой. Очевидно, что мотоцикл с такой геометрией неохотно реагирует на желание. На широких быстрых серпантинах он, конечно, тоже специфичный, но к этому просто нужно привыкнуть. Естественно, ни в какой поворот он сам не кладется и нужно сознательно доворачивать. В условиях, когда не нужна точность и резкость, а еще лучше, если разбитый асфальт, это даже приятно. Ощущение езды на чем-то громадном, при этом с очень хорошей динамикой.
Любимая часть — на выходе из поворота дать газу и ускориться хоть до 200. Он выезжает как по рельсам без дерганий, очень приятные ощущения, которых на среднекубатурных турендуро в таком виде не бывает. И по магистрали он едет крайне стабильно, не как турер Утюг, а скорее как корабль на волнах. По узким медленным серпантинам, характерным для Южной Европы, ехать неприятно. Он недоповорачивает, требует больше усилий на сам поворот, слабо реагирует на управление. Если вам вдруг кажется, что Desert X вершина маневренности, срочно найдите хотя бы трейсер и казаться перестанет. Но чего я заладил? Эндуро, какие-то тропинки, это ж Ducati. Очевидно, что DirectX не пытается лезть в сегмент жестких турендуро для фанатов, никто не собирается на Ducati прям эндурить. Однако, если воспринимать Desert X без упора на бездорожье, каким его и будут покупать, мы утыкаемся в несколько нюансов. Главный вопрос: а зачем на универсальном мотоцикле, который вы не собираетесь использовать на серьезном бездорожье, 21 колесо и настолько длинноходная подвеска? В обзорах я не увидел мест, где не хватало бы 19-го спецованного колеса и более умеренных подвесок. Например, Multistrada V2, V4 и 1290 SAS проедут в тех же условиях с тем же удовольствием при условии спецованных дисков. Есть фундаментальные проблемы с позицией простого универсала. Во-первых, Desert X чрезвычайно высокий по седлу. На сайте указана высота 875 мм, в инструкции 880. Это высота Tenere и KTM 890 Adventure R. Только Tenere с KTM, во-первых, уже по седлу, а во-вторых, ощутимо легче. Конечно, каждый второй покупатель Ducati кроссовый чемпион, но если у вас нет должного эндуро опыта, будете ронять Desert X регулярно чисто из-за его высоты даже при высоком росте. Чтобы расслабленно ездить, тур-эндуро пониже гораздо удобнее, согласитесь. А если мы уходим в кроссоверы, есть мотоциклы с высотой 810 мм, которые подходят практически все. Просто для ориентира. При росте 188 см при правильно настроенном преднатяге я не достаю ступнями до земли. Никто не достает. На обоих мотоциклах, когда я их забирал, преднатяг был выкручен до упора в самое слабое положение, чтобы хоть как-то доставать ногами. В такой настройке подвески мотоцикл еще более неуправляемый, вы так судьбу не обманете. Второй нюанс с весом. Desert X весит 223 кг, это очень круто для фактически литрового двигателя. Он легче 850 ГС, Африки и бла-бла-бла. Однако, смотрите, мотоцикл при любом падении попадает в самую видимую точку, где соединяется металлический бак и пластиковая накладка. Почти всегда страдает и то, и другое. Короче, дуги для десерта обязательны, но это почти для всех тур-эндуро так. Заводские дуги держатся на 3 точках, 2 по бокам и 1 на верхней центральной перемычке, снизу никакого крепления нет. Чтобы дуги при первом же падении не вмялись в бак, их делают излишне массивными стальными, чтобы придать какую-то жесткость с лишней перемычкой и так далее. Заводские дуги все еще выглядят не слишком надежными, поэтому выпускают более массивные дуги с весом 9 кг с большим числом точек крепления. Возьмем для примера самые легкие заводские, но в среднем дуги на десерта весят 5-6 кг и расположены довольно высоко. Защита картера на десерте, тонкий пробник, для бездорожья Ducati предлагают защиту чуть тяжелее, более продуманную. Вам интересно, сколько в такой конфигурации весит байк? К счастью, Cycle World измерили 235 кг. Не так уж здорово. И возьмем для сравнения заведомо тяжелый мотоцикл с самой большой кубатурой в тур-эндуро – KTM 1290 Super Adventure R. Слоняра прям, согласны? С ним проще, потому что сразу в стоке идет с дугами и нормальной защитой картера – 247 кг на тех же самых весах. Разница 12 кг. Звучит не драматично, тем более у 1290 баки и дуги в самом низу. Знаю, в обзорах Desert X говорят, что итальянские килограммы по ощущениям менее тяжелые, но сами включите голову. Очень высокий мотоцикл с безумным дорожным просветом, с высоко посаженным двигателем и высоким баком. Очевидно, что там очень высокий центр масс. На десерте нет каких-то ухищрений типа бака под седлом, как у Туарега, или опущенных раллийных баков, как у КТМ, что имело бы значение. L-образный двигатель? Спросите любого владельца Multistrada 950 V2 с тем же двигателем, только расположенным еще ниже, как им нравится центр масс. И не забывайте, что Ducati падает на землю плашмя, в отличие от КТМ. Я по ощущениям ничего особенного не заметил, на свои килограммы он и воспринимается. Идем дальше. Для чего нужны тур-эндуро? Видимо, чтобы путешествовать, а не тест-райд устраивать. Для путешествий с бездорожьем обычно это баул сзади, либо безрамочные сумки, либо все вместе. На 1290, как и практически любом мотоцикле, ты берешь и вешаешь это все на багажник или хотя бы на горизонтальный хвост. А чтобы хвост не отваливался, небольшую часть перемычки сумок сдвигаешь на заднюю часть седла.
У Десерта ни багажника, ни ровного хвоста нет. Есть только как бы пассажирская ручка, но женщину, которая готова путешествовать, держать за эту ручку целый день, Ducati пока не производит. Если нужно путешествовать с пассажиром, придется еще поставить ручки, которые в базе есть у всех конкурентов, не считая Tenere. Про крепление груза вы скажете, что баул можно прицепить на пассажирское сиденье и туда же можно повесить сумки. Да, но при попытке перенести вес тела назад вы сразу упираетесь ногами в боковые сумки, либо спиной в баул. А как же езда по песку, крутые спуски, оттяжка и вот это все? Боковые сумки, перекинутые через пассажирское сиденье, которые не мешают в оттяжке, маленькие. Чтобы нормально путешествовать, нужно ставить либо багажник, либо боковые рамки, без вариантов. Допустим, со всем крепежом это 3 килограмма. И идем дальше. Журналисты взахлеб рассказывают, что у Десерта бак аж на 21 литр, что больше всех базовых версий в классе. Но почему-то забывают уточнить, что Ducati жрет топливо больше остальных. Я об этом могу хоть как-то объективно говорить, вот почему. По испанским магистралям я на всех мотоциклах тупо включаю круиз-контроль на 127 км в час по GPS и езжу, делая замеры так. Сначала разгоняюсь до 127, обнуляю средний расход и наблюдаю. Испанские магистрали вне крупных городов настолько пустые, что на круиз-контроле можно ехать хоть час. Да, показания не всегда точные, но плюс-минус совпадают с тем, сколько заливаешь на заправках. Большинство среднекубатурных турендуров в таком режиме съедают 4,5 литра с небольшими расхождениями. На Ducati я много ездил по магистралям, он ест от 5,7 до 6,2 литров на 100 километров, причем на обоих мотоциклах одинаково. Если сравнивать с Туарегом, разница в одинаковых условиях чаще всего 1,5 литра. И даже на простом бездорожье, где еле-еле ездишь, Ducati умудряется куда-то деть 5 литров с лишним. Собственно, никто другого и не обещал, хотя бы потому, что это короткоходный оборотистый мотор. По стандарту VMTC расход у Десерта 5,6, у Априлии 4,0. Все честно. Мало кто будет спорить с тем, что туристический мотоцикл с бездорожным уклоном должен иметь запас хода минимум 400 км. Оптимальный формат, проверенный тысячами путешественников. 600-800 км запаса хорошо, конечно, но большинству пользователей не пригодится вообще никогда. Желание передохнуть все равно наступает быстрее, а в какое-то легендарное путешествие проще канистру примотать. Раз уж мы сравниваем с КТМ 1290, у него реальный расход чуть-чуть ниже, чем у Ducati. Не намного, но ниже. В городе одинаково, но мы про путешествия. Если на Десерте средний расход на магистрали 6.0, то на 1290 5.6. Если в горах поливать, у Ducati расход где-то 5.7, у КТМ 5.2, а бак при этом на пару литров больше. В итоге в типичных условиях путешествий КТМ всегда проезжает свои 400 километров. У Десерта реальный запас 320-350 километров, дополнительный бак это не опция, а необходимость для путешествий. Допустим, пустой бак весит килограмма 3-4, ну и зальем не весь бак, досыпем всего 2 килограмма бензина, чтобы дотянуть запас до 400 километров. Там появляется другая проблема. Безрамочные сумки закрывают заливную горловину дополнительного бака, и вы не сможете полноценно использовать бак только как экстренный запас топлива. Забавно, что с дополнительным баком несовместимы ни фирменные крепления боковых кофров, ни багажник, ни пассажирские ручки. Приколхозить багажник сторонних производителей можно, со всем остальным у вас проблемы. Я так и не нашел решений, какие боковые рамки встанут на Desertex с установленным дополнительным баком. Проектировщики от бога. Реальная разница с КТМ 1290 и Ducati в той же комплектации для путешествий килограмма 4, что ни на что не влияет. Допустим, вы скажете, что я насочинял, у вас инурез и такой запас хода не нужен, багажник тоже не нужен, а разница в 12 кг с 1290 это очень много. Тогда вы попались в ловушку, потому что как ни крути, Туарег килограмм на 20 легче. И да, все эти необходимые опции Ducati почему-то не бесплатно раздает. Берем по минимуму: байк, пакет защиты, багажник, бак. 1290 SAR уже со всей защитой стоит столько же, ну и еще квикшифтер сверху. По факту та же самая цена с тем же самым весом, только это мотоцикл, у которого принципиально лучше двигатель, несравнимо лучше квикшифтер и так далее. Но с SAR, собственно, принципиальные недостатки остаются теми же, предлагаю рассмотреть 1290 SAS. Байк, сверху квикшифтер, дуги, и для объективного сравнения берем спецованные диски. Если для вас 1500 евро принципиальная разница, тогда вы попались в ловушку, где любой среднекубатурный турендуро сильно дешевле. Что мы получаем от 1290 SAS? Безупречную геометрию, идеальную и на асфальте, и на грунте, высший уровень комфорта, более комфортную высоту по седлу, крутейший двигатель, безумную электронику с шикарным светом, датчиками шин, радаром, бесключевым запуском и баком в стоке, и лучшую в мире полуактивную подвеску, которая в совокупности с размерностью резины действительно позволит использовать безумные 160 сил.
И 1290 SAS все еще довольно хардкорный мотоцикл с подвеской 200 мм. После всеобщей любви к Tenere говорить, что кому-то не хватает таких ходов – моветон. Подвеска Desert X очень хорошая. Она сделана такой, чтобы и не болталась, и не была супер жесткой, как у 890R или Touareg. Большинству понравится, очень сбалансированная, похожий подход у подвесок Триумфа. Мне реально нравится, однако подвеска Десерта, как и подавляющее большинство не слишком жестких подвесок с такими ходами, очень требовательна к четкой регулировке. Чтобы все это идеально работало, на грунте нужно одно, на трассе другое. Ручка преднатяга в небольшом пространстве и крутишь маленькими шажками. Не супер удобно, но не принципиально. Отбой регулируется не сбоку, как у нормальных людей, а сзади амортизатора за защитой. Покатался ты такой на бездорожье, все сочится грязью и нужно отстегнуть грязную сумку, отогнуть одной рукой грязный брызговик и подлезть отверткой второй рукой. Чтобы отрегулировать сжатие, нужно снять седло. И получается, что в реальной жизни преднатяг единственная регулировка, которую вы будете трогать, и подвеска у вас всю жизнь будет настроена где-то как-то в универсальном режиме, ни рыбы, ни мяса. У того же Touareg не в пример удобнее реализация, а у Тигра, например, преднатяг, отбой и сжатие вилки без отвертки рукой регулируется. Десерту при его движке, заточенном на быструю езду, катастрофически не хватает электронной подвески. Еще один очень важный момент, почему Desert X плох как преимущественно асфальтовый универсал – колеса 21/18. Вес бескамерных дисков у современных премиальных мотоциклов, если и отличается, то на сущие граммы, которые при использовании с универсальной резиной, которая легкой не бывает, не принципиально. Разница будет с камерными колесами, это сразу облегчение на 1-2 килограмма или совсем дешевыми китайскими дисками, это да. Не ждите, что на Desert X вам поставят магниевые диски со спицами из углеродистой стали, покрытыми серебром. Это просто нецелесообразно для Tour-Enduro 21/18. Так вот, если вы собрались купить Desert X преимущественно как асфальтовый мотоцикл, проблема вот в чем. Вот как выглядят новые шины Rally STR, а вот как выглядят шины на обоих десертах с пробегами 3 и 4 тысячи километров. Эти слизанные шашки бесполезны в грязи, они не дают зацепа, и если еще немного подождать, резина оквадратится, после чего наклоняться мотоцикл будет еще хуже. А Rally STR это и не совсем бездорожная резина, где-то 70/30. При той динамике, которую вы хотите от Ducati, при тех скоростях, на которых Desert X позволит ездить, никакая шашка долго жить не будет. Нужно либо ездить медленнее и менее агрессивно, тогда резина будет жить, но непонятно зачем тогда переплачивать за Desert X. Либо нужно ставить резину только на дальничок и сразу менять после на чистую дорожную. Идеальный вариант основной резины для литровой динамики, когда вы не выезжаете на серьезный грунт, спорт-туристическая резина. Живучая, цепкая и созданная для серпантинов. Однако в таком типа размере спорт-туристические модели не выпускают. Самое-самое спортивное, что вы сможете купить, что-то типа Metzeler Tourance Next. Неплохо, только вот от узкой резины никуда не деться. В случае с мотоциклами 19/17 у вас спереди 120 мм, а не 90, и сзади 170, а не 150. В такой ширине у вас будет более округлый профиль резины с толстыми краями. Мотоцикл совсем иначе поворачивает и с лучшим сцеплением в наклоне. Это не какие-то высокие материи, любой человек разницу заметит сходу. А самый шик в формате 19/17 доступна как спорттуристическая резина, так и точно та же внедорожная с злыми шашками. Этот стандарт как универсальные придумали. Как ни крути, 21 дюйм имеет смысл только тогда, когда вы больны бездорожьем, а не покупаете мотоцикл для асфальта с очень редкими вылазками на грунт. У 21-го колеса не такое глобальное преимущество для того бездорожья, куда большинство соберется на Ducati поехать, и 99% времени будете получать осязаемые недостатки. Эргономика на асфальте у Десерта прекрасная. Понятно, что он адски высокий, но по посадке безупречный, особенно для высокого роста. С точки зрения бездорожья в целом хорошо, но претензии есть. Если сравнивать с Touareg, Tenere и чем-то таким, замечаешь, что на Ducati очень широкое седло и широкий бак. Да, это более комфортно на трассе, но сидишь, встаешь в раскоряку. Кстати, неоднократно слышал мнение, что на Desert X от седла быстро устаешь. Это, видимо, смотря с чем сравнивать. На Tenere, 890, Touareg и Африке стоковые сиденья точно быстрее начинают напрягать. Из всего класса я бы сказал, что только у Тигра стоковое сиденье приятнее. Конечно, на Десерте чувствуешь, что не полный люкс, но и не начинаешь ерзать по сиденью через 3 часа, я бы вряд ли стал менять. К претензиям. Удобство эргономики в стойке зависит от стиля езды. Существуют две школы – на подножках под каблук или на подушечках. Если подкаблучник норм, если на подушечках так себе. В чем проблема?
Ноги слева-справа стоят немного в разных положениях. Справа бот можно даже упереть в трубу коллектора, боком упираешься в тормозной цилиндр и кронштейн лапки тормоза. Короче, нормальное сцепление. А слева бот толком не держится ни за что. Там выпирает кронштейн лапки КПП, но не образует стенку. Дальше по всей высоте бота пустота, и только наверху выпирающий кусочек пластика. Этот крохотный кусочек — все, чем держится бот за мотоцикл в нейтральном положении. А если стоять в туристических ботах среднего размера, пластик получается выше бот и неприятно упирается в ногу через штаны. Плюс, когда ногу переставляешь на подножку, например, после переключения, рефлекторно хочется поджать мотоцикл или хотя бы носком прижаться. Бот встает одним краем на кронштейн лапки переключения передач, которая немного выше, и ступня получается под наклоном. Это все не прям критично, но у всех конкурентов, кроме Tiger 900 эргономиков стойки, это святое. Еще на бездорожье напрягает шум. Причем не звук двигателя, он-то как раз отличный. Движок жаркий, на бездорожье вентилятор молотит без остановки. Было прохладно, в среднем где-то плюс 22, а он все равно гудит. Для 1200-х это характерно, для среднекубатурников нет. Когда катался, думал, что там все время гремит на неровностях, как на каком-нибудь китайце. А это люфтят пассажирские подножки, причем на обоих мотоциклах одинаково. Благо подножки или кронштейны можно снять. Переднее крыло не подразумевает поднятие, и грязь от колеса четко заливает радиатор. У подавляющего большинства конкурентов или раздельный радиатор с пустым центром, либо радиатор сильно выше, либо защита с ребрами под углом. Тут ни того, ни другого, ни третьего. И еще один важный нюанс, почему Desert X не дотягивает до уровня комфорта премиальных адвенчеров. Чтобы мотоциклу с такими базой и трейлом при развороте не нужно было выезжать за границу, Ducati скомпенсировали сильным выворотом руля. Как следствие, на десерте очень узкое стекло без возможности поставить пошире, оно и так практически упирается в защиту рук. Стекло сделали с очень сильным закруглением по бокам, что создает красивый эффект раллийной башни. С одной стороны, это хорошо, потому что в шлем особо не бьет ни на какой скорости, даже в шлеме с козырьком, просто обдувает и закидывает мошками. С другой стороны, стекло слишком узкое и направляет весь поток четко в стороны, сильно дует в руки по всей длине, в подмышки и бока. В прохладную погоду на Ducati будете мерзнуть больше, чем на конкурентах. И еще этот направленный ветер в руки воспринимается как вибрация. Сам мотор не сказать, чтобы сильно вибрирующий, так, средне по больнице, ничего особенного, однако из-за ветра даже на легальных скоростях неприятные ощущения в руках сохраняются достаточно долго после поездки. Опциональная защита рук идет со страшными дополнительными дефлекторами. Насколько сильно эти дефлекторы помогут, не знаю, но если уйдет обветривание запястья, уже хорошо. Как-то кардинально улучшить стекло возможности нет, можно версию чуть повыше воткнуть, может будет меньше, но глобально ничего не изменится. Кстати, стекло совсем без регулировок, что для премиального туристического мотоцикла перебор. В итоге на большинство конкурентов вы можете подобрать себе стекло с очень хорошей ветрозащитой, на Ducati так не получится. Про класс кроссоверов вообще молчу, те же мультистрады любые на другом уровне по ветрозащите. Но для стока стекло достойное. В остальном все, что можно ожидать от премиального турендуро. Тормоза отличные, реализация меню стабильно на Ducati лучшая. Все режимы можно настроить, порядок отображения дополнительной информации можно настроить, откалиброваться под новую резину можно, отображать навигацию стрелочками можно и так далее, и так далее. Обслуживание Ducati, скажем так, неинтуитивное. Что нет полноценной инструкции не проблема, потому что модель популярная и все будет на YouTube. Тут просто философия разная. Ducati делает мотоциклы для людей, которые обслуживаются у дилера, а KTM специализируется на эндуро для самостоятельного обслуживания. Поэтому у KTM в инструкциях расписано все моменты затяжки и так далее. Или, например, прочистка воздушного фильтра на Ducati требует снятия бака и демпфера руля целиком, а на 1290 достаточно открутить передний перчаточный ящик. Это 4 винта. Или взять рудиментарный дисмодром. Вы не можете просто приехать в любой сервис и установить правильные зазоры. Нужен свой ремкомплект, это нужно уметь делать и так далее. В конечном итоге вы завязаны на конкретные сервисы, специализирующиеся на Ducati, и обслуживание дисмодрома тупо в несколько раз дороже. Если живете в Европе, повезло, здесь гарантия 4 года и сеть дилеров. В остальных местах все печальнее и гарантия короче. Плюс любой КТМ точно покупают не за внешность, поэтому на вторичке царапины и потертости не так сильно влияют. Desert X большинство хочет чисто из-за внешнего вида, и даже если вы действительно собираетесь на нем эндурить, потом придется продавать ниже рынка.
Даже с дугами мотоцикл при падении царапает защиту рук, пассажирские подножки, глушитель, раму и кофр. Вы будете бояться за внешний вид Дукати, что не будет давать реализовать потенциал. Ровно та же ситуация с мажорными скрэмблерами. Мочь-то могут, но кто же на них красивых в лес поедет? И если говорить о мультистрадах как об опыте Ducati, как показывает практика, они плохо переживают жесткие падения даже по сравнению с другими кроссоверами. Сложно подводить итоги. Мотоцикл довольно уникальный, и есть какая-то небольшая прослойка людей, для которых Desert X идеальный байк, бесспорно. Но я теряюсь, кому бы я его порекомендовал. Можете сказать, что я придираюсь, но если вы хорошенько проанализируете обзор, он специально сделан таким, чтобы практически не было субъективного мнения. Открываете спецификацию на сайте Ducati и видите все, о чем я рассказал, сухие цифры. У них на сайте даже график момента висит, просто чуть подрезанный на низах. Трейл и база неважно, вес неважно, неровные низы неважно, расход неважно, высота по седлу неважно, узкая резина неважно, узкое стекло неважно, цена неважна. Главное, мотоцикл хороший. С таким уровнем аргументации можно даже BMW полюбить. Я не считаю Desert X откровенно плохим, просто объективно мало кому подходит. Попробуем визуализировать. Богатый, высокий, с эндуро прошлым, но отошедший от дел. Любитель быстро ездить по песку и грязи, но не выезжая из Европы. Короче, плохо получается. С одной стороны, я понимаю, что большинство так и так покупают Touр-Enduro для езды по асфальту, и с этой точки зрения Ducati лучше конкурентов на асфальте почти во всем, кроме толкания в пробках. С другой, он для асфальта удобен только высоким парням. Чтобы ездить по бездорожью с такими весом и высотой, нужны хорошие эндуро-навыки. А если есть такие навыки, вы с большей вероятностью купите тот же Touareg или Tenere, потому что они на бездорожье ощущаются как скальпель, а Desert X как швейцарский нож. Я бы мог еще где-то на бездорожье на нем покататься, грунтовочки вам всякие красивые показать, просто не было желания, норматив выполнил и больше не хочу. А на Touareg мне интересно было по неизвестным местам ползать, я в обзоре Aprilia и половина интересных бездорожных маршрутов не показал, где катался. Даже если бы Desert X стоил копейка в копейку с Aprilia, я бы взял Touareg. Но раз уж он дешевле, на сдачу можно купить скутер для города или эндурик. Если нет приоритета бездорожья, надо брать кроссовер. Тем более в бюджете Desert X можно смотреть литры и даже присматриваться к 1200-м. Как мотоцикл для далеких путешествий с тонной груза по легким грунтовкам так себе подходит, потому что есть Africa Twin и Tenere. Неубиваемые, экономичные, с подвеской для разбитых дорог, которые обслужить можно где угодно. Странный мотоцикл, просто странный.